То видео, которое я обещал записать телеграм-подписчикам, если вы еще не подписались, ссылка под видео. И речь шла про биткоин. Я периодически публикую сигналы и свои ситуации, сделки по криптовалюте, по биткоину в телеграме. И я обещал записать видео про вот этот день, вот этот вот, который был самым диапазонным, самым широким, наверное, за весь вот этот восходящий тренд по крипте. И мы увидели диапазон в 10 тысяч долларов. Это невероятно много. Я хочу вам показать свои комбинации, которые у меня там были. Я до самого поздна сидел и торговал крипту. Своего рода скальпинг, да, скальпинг криптовалюты. Сейчас мы с вами посмотрим на сигналы, которые были. Конечно, это мне позволило, скажем так, почувствовать большую уверенность в своих силах, потому что до этого я допускал много ошибок в торговле. Но мы об этом сегодня не будем говорить. Сегодня мы будем разбирать классические сигналы торговой системы с использованием паттерна. В общем, все это подробно будем разбирать. Итак, первая сделка, которая у меня должна была быть, но не состоялась, она намечалась вот здесь на онлайн-торговле с трейдерами. Мы сидим, торгуем. И как раз биткоин подошел к своим экстремальным значениям, 69, даже ушел чуть выше туда. Я наблюдаю в реальном времени, чтобы продать. Отвлекаюсь, не успеваю на sell сигнал. Вы видите, здесь сигнал на продажу. Рынок обвалился. Но я думаю, ну ладно, обвалился, все, и забыл про него на некоторое время. И потом мое внимание на этот символ, на биткоин, вернул смарт-осциллятор. Вот здесь, обратите внимание, гистограмма. Я думаю, что вы все прекрасно с ним знакомы. Этот алгоритм определяет силу, слабость рынка, фильтрует вялые графики. Это один из лучших инструментов, как понять, какой рынок сегодня торговать. Какой рынок горячий, где больше шансов заработать. Потому что если он прилип к полу, да, скажем, вот здесь, минус 100 показывает, да, значение. То есть красная гистограмма прямо вот туда, вниз ушла. Это говорит о том, что рынок сильный и медвежий. То есть давление кого? Продавцов. Я начинаю наблюдать за этим рынком, смотрю, после вот этого, сейчас порисую, покажу вам, смотрите, после резкого импульса, ну, когда рынок падает резко, продавать, вот, например, в процессе вот, падения не стоит, потому что, как правило, последует коррекция. Я знаю, что когда мой смарт-осциллятор, например, вот так обвалился, после этого будет восстановление. Ну и на графике цены тоже коррекция. Обвалились. Потому что если ты пытаешься здесь продать, это поздно. Да, коррекция. И так далее. Обвалились, коррекции. Он двигается вместе с этими циклами рыночными и показывает нам места, где рынок чересчур растянулся, да, чересчур быстро упал и может откатить, вот как здесь. И, соответственно, на откате мы входим в рынок. И вот здесь рынок стал откатывать. Я наблюдаю, за ним ничего не делаю. Наблюдаю. Почему наблюдаю? Потому что я жду, когда продавцы, скажем так, включатся в работу. А что значит включатся в работу? Я жду, когда мои вот эти сверху, видите, черные точки волатильности, когда они начнут сближаться с ценой. И вот здесь произошло сближение, вот здесь сжатие так называемое, да, и это место, где нужно прыгать в тренд. Потому что когда в процессе тренда, да, происходит вот это сжатие, сделка отрабатывается очень быстро. Давайте подрезюмируем, а потом пойдем дальше. Как вы знаете, в моей системе все упорядочено, все последовательно и выглядит следующим образом. Если мы торгуем тренд, то сила сигнала номер 1, смарт-осциллятор, ниже, ну, возьмем уровень, например, минус 90. Этот может быть любой уровень, можно поставить минус 70 в настройках вот здесь. Если я зайду, вот он, сигнальный уровень. 90 плюс, 90 минус. Можно поставить, например, 50, и это будет регулировать количество сигналов. Чем эта цифра выше, тем более качественные и сильные тренды вы будете ловить. Все. Потому что если цифра 50, ну, вы будете ловить хорошие тренды, но при этом будет сигналов много, шумновато может быть. Угу. Поэтому здесь можно поставить любую цифру. По умолчанию вы можете поставить, например, 70. Но чтобы дикие тренды ловить или вот прям понять, где сейчас горячо, то можно 90 плюс, 90 минус. Угу. То есть смарт-осциллятор ниже минус 90, сила сигнала номер 1. Что такое сила сигнала? Сила сигнала — это в моей концепции называется последовательное
формирования случая для входа в рынок, скажем так. То есть мы каждому объекту или каждому индикатору, вот, например, смарт-осциллятору, паттерну придаем определенное значение, то есть нумеруем его. Например, сила сигнала номер 1, то есть первое условие, смарт-осциллятор ниже минус 90. Да. Какое будет следующее условие? Сила сигнала номер 2, то есть что я должен увидеть после этого? Сила сигнала номер 2 – это коррекция к точкам волатильности, в данном случае черным, да, если смарт-осциллятор ниже минус 90, да, или 80, неважно, есть к черным точкам. И вот здесь мы видим, что еще дистанция великовата. Да, я стараюсь не то, что в такие тренды, такие коррекции игнорировать. Вот видите, здесь же пошла коррекция, но дистанция большая, особенно когда рынок волатильный, большая. И вот здесь она начала, эта дистанция, сужаться, видите? То есть произошло как раз то самое сжатие. То есть коррекция, по-прежнему рынок был в фазе коррекции, но уже дистанция другая. И вот это позволяет мне поставить более короткий стоп, и, как правило, после этого будет уже движение сразу, то есть без промедления практически. А другая комбинация – полная противоположность. Полная противоположность. Если здесь мы ищем сближение, то когда мы торгуем на разворот или против движения, против импульса, мы наоборот ищем более длинную дистанцию между ценой и черными точками. Соответственно, смарт-осциллятор минус 90, сила сигнала номер 1. Дистанция, если здесь нас интересует небольшая, дистанция между ценой и черными точками должна быть очень большой. Это будет SS2, второе условие. Третье условие, как видите, здесь критериев больше, потому что это контртренд. Третье условие, мы ждем ценовой паттерн. Какой? Двойное дно или слабое дно. У нас несколько их. Есть еще другие, но это основные. Двойное и слабое дно. Если я эти два паттерна, точнее, если один из этих паттернов я вижу, то я покупаю при подтверждении. И вот здесь я купил, здесь взял тейк, причем здесь я покупал двумя позициями. Первый тейк профит здесь взял, второй перевел без убыток и вышел по безубытку здесь. Но это контртренд. Соответственно, для контртренда последовательность событий, она немножко выглядит по-другому. SS1, смарт-осциллятор, тоже минус 90. Смарт-осциллятор минус 90. Какой будет SS2? Большая дистанция между ценой и черными точками волатильности. То есть мы можем вот так взять инструмент, вот так померить и померить, например, с предыдущей дистанции слева. Видите? Тут она больше. Это важно. То есть здесь она должна быть шире. Она должна быть шире, чем слева. Есть такое. Отлично. Смарт-осциллятор вообще на полу. Все. Дальше третье условие – это двойное или слабое дно паттерн, да? SS3 паттерн. То есть мы идем от левого края к правому. SS4 – подтверждение паттерна. Таким образом мы получаем кластер 4 buy. Контртренд по криптовалюте. Но затем интересная ситуация происходит. Причем, если вы новенький, можно это не торговать. Да? Потому что в волатильном рынке, вот когда он вот так летает, ты покупаешь здесь, продаешь здесь, покупаешь здесь, продаешь здесь. Вот эти можно убрать из своего репертуара, если вы новенький трейдер, потому что контртренд сложнее, и возможно, это будет вас увлекать даже в какой-то мере, желание там поймать дно, и вы будете чуть больше этому предпочтения давать, хотя следовало отдавать тренду. Вот. Поэтому сориентируйтесь на тренде и все, сконцентрируйтесь точнее. Так вот, идем дальше. Рынок пошел на коррекцию. Что нас интересует? Сближение опять, да, если мы хотим по тренду войти. Здесь далеко, а здесь сближение опять. Видите, какое? Вот место атаки на sell. Нет проблемы продать, например, здесь, но когда происходит вот это сближение, рынок резко идет в твою сторону. И вот она, вот эта комбинация. SS1 смарт-осциллятор ниже минус 90, он здесь уже был. Да, коррекция к точкам волатильности. Вот она пошла, мы не дошли до точек, большая дистанция, но потом идет вот это сближение. И вот этот момент входа на sell. Идем дальше. Там у меня еще была одна ошибка, сейчас мы до нее дойдем. Затем смотрим смарт-осциллятор минус 90. Покупка есть? Нет. Хотя мы отскочили здорово. Покупки нет по одной простой причине, что дистанция небольшая здесь. Да, хоть есть здесь реакция, да, мы видим, есть стрелочные сигналы, здесь ценовые паттерны.
но дистанция коротковата, чтобы торговать контр. Вот просто смотрите, здесь смарт глубоко, здесь, видите, да, одинаково все. А дистанция здесь и разная, вот тут и тут, да, между ценой и черными точками. Ну, вот это пространство, да, намного. Поэтому такие сделки я не принимаю. Отработалось, круто. Но затем рынок скорректировался к черным точкам. Здесь ничего, TC сигнал неинтересно, ничего. И вот здесь новый шанс продать. И посмотрите, какое сближение точнее, какая дистанция между ценой и черными точками. Такая же, как была вот здесь перед обвалом. Видите, да, совсем небольшая. Вот оно, идеальное место для атаки снова на sell. Я здесь продаю, забираю TX свой здесь. И затем я допускаю очень грубую ошибку, вот то, про которое сейчас говорил. Сейчас покажу вам. Смотрите. Вот здесь я купил крипту. Вот здесь понял свою ошибку вовремя. Я купил вот здесь. Можно здесь купить? Нет. Почему? Ну, потому что смарт-осциллятор минус 90 нет. Дистанция между ценой и точками есть? Нет. То есть два условия выпадают. Аркадий, куда ты смотрел? Да, но такое бывает. Да, паттерн, ну, уже не актуально, потому что если у тебя два этих условия выпало, о каком паттерне может идти речь? Поторопился, да, вошел, и здесь потом до меня дошло, что я что-то делаю не то, и я вышел из позиции. И затем мы видим одно из самых интересных явлений в трейдинге, которое называется предельная волатильность, предельная активность рынка, и она очень часто приходится на самые низкие значения или самые высокие значения тренда. То есть тренд идет вниз, идет, ну, как стандартно, а потом в какой-то момент резко ускоряется на больших свечах. Это, как правило, указывает на окончание тренда движения. Почему? Потому что все развороты или большая часть приходится на очень сильный такой волатильный период. Одни из форм разворотов — это вот повышение, очень большое повышение волатильности. Здесь наш, по традиции, смарт-осциллятор минус 90, даже минус 100. И здесь мы видим вот такую резкую реакцию. То есть на подъеме волатильности обычно заканчиваются тренды. То же самое касается, когда цена идет наверх. Ну и вот таким образом закончился тот день. Это уже, видите, сколько времени было, 11 часов вечера в Москве. Идеально, куча профитов и побольше бы таких дней. Да. Также, насколько я знаю, эти монеты всякие тоже вслед пошли за криптой. Поэтому если вы торгуете на крипту, то обязательно используйте эти сигналы. И это время сейчас, которое очень волатильное, когда рынки обострились. И хотя биткоин уже несколько недель растет, да, но вот последний, вот, когда это был 5 марта, просто невероятный взрыв. Я не знаю, что там происходило с другими, с другой криптой, там с Solana, хотя тоже волатильно, но вот я сосредоточился на биткоине, я его торгую, Telegram периодически трейдерам отправляю информацию о том, где были входы, какие причины. Я им не успел отправить до этого, поэтому пришлось записывать видео. Да? Но видео более информативно, больше можно сказать. И вот видим сейчас в реальном времени биткоин растет и подкрадывается снова к своему абсолютному максимуму. 67-70, даже не абсолютному, наверное. Наверное, еще выше, да, там был максимум. Сейчас, да. Там еще выше был максимум. Причем, что интересно, на часовом графике мы тоже упали. Видите, смарт-осциллятор обвалился. Тоже редкое явление. В общем, трейдеры, спасибо. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если хотите больше и получить мои инструменты, ссылка под видео. Подключайтесь и увидимся. Всем пока.